Его надо заполнить. 5 лет назад мы выпустили видео о том, как интернет следит за пользователями. Там было про куки, теги, цифровые отпечатки и про всякое такое. И, судя по статистике, для многих зрителей это было открытием, что люди оставляют много следов в интернетах. Поэтому вам приходит таргетированная реклама. Поэтому ваш профайл знает поисковик, и даже вот в YouTube вы увидите рекламу либо близкую к вашим предпочтениям, либо к теме видоса. Удержите это в голове на рекламном участке. И не забудьте написать шутку, что вылезла реклама по увеличению щелей. Кстати, многие до сих пор в шоке от инфы, что телефон-то на самом деле нас слушает. Только слушают нас не ФСБ, пока что, а международные корпорации. Кто не понимает, о чем речь? Если говорить долго и громко, телефон выцепит из нашей речи определенные ключевые слова. Например, «еда для кошек». А потом вы получите соответствующую рекламу. В YouTube есть множество видосов, показывающих это наглядно. We're gonna do a test here. Cat food. Cats. You might need some cat food. We should buy some cat food. And there you have it. Cat food. Да даже у меня есть личные истории. Мы как-то с пацанами долго обсуждали Ниву. Это такая тачка для охотников и рыбаков. Угадайте, что появилось у нас в Инстаграме. Хотя в реальности какая нахрен Нива для таких компьютерных сычей, как мы, максимум только в GTA. Кстати, я еще встречал людей, которые случайно обнаружили этот факт и решили, что мобилка читает наши мысли. В смысле не метафорично, а на самом деле. Да, привет секте Виктории Бонни. Но тут все намного проще. Для чтения мыслей нужно выполнить 2 условия. Это микрофон телефона и какое-нибудь беспринципное приложение. Одним из таких является Facebook и подконтрольный ему Instagram. Он самый настоящий торговец данными. Вот есть торговцы хлебом, есть торговцы дедом, а Facebook торгует нашими данными. И если вы думаете, нас это не касается, потому что мы тут русскоговорящие все в одноклассниках сидим, то нет. Касается вообще всех. Вспомните секцию на всех сайтах «Возможные друзья», и предложения там чертовски точны. Ведь даже если это не ваш прямой знакомый, то знакомый знакомого. А мы ведь только начали разматывать клубок. Более того, сбор информации не ограничивается их собственными приложениями. Пылесос данных распространяется и на другие в вашем телефоне. Недавно подкрутили возможность посмотреть, из каких приложений Facebook пылесосит данные. А там практически все содержимое вашего телефона. Но вот что странно, сбор данных о пользователях проходил под шумок около 10 лет. И в принципе, никаких очевидных последствий, кроме ощущения, что к нам без спроса залезли в трусы, не было. Все-таки это корпорации, а не космонавты с дубинками. Но все начало меняться в том году. Если вы думаете, с чего это вообще Facebook и Google начал показывать, как конкретно они собирают наши данные, то все лишь благодаря беспокойству властей. Проблема, которую раньше не замечали, материализуется. И дело не только в таргетинговой рекламе, это лишь верхушка айсберга. И в этом выпуске мы расскажем о новых вопросах, которые нас ожидают. Как случилось, что мир перевернулся с ног на голову, и теперь мэры городов выстраиваются на поклон к главам корпорации? Почему можно скопировать любой бизнес за пару месяцев? И какого черта свободная конкуренция приводит к монополиям? Все эти события связаны, а вы усаживаетесь поудобнее. Немного забегу вперед и скажу, что все дело в больших данных. И все мы рано или поздно будем работать на корпорации. Я вот уже давно на YouTube работаю. Это современная реальность. И вы можете начать готовиться к будущему прямо сейчас. Тем более, что за работу с данными неплохо платят. В Skillbox есть основательный курс по Data Science. Он подойдет тем, кто давно хотел сменить работу, но не знал, как и с чего начать. Вы прокачаете базовые скиллы по программированию, аналитике, статистике и математике. Узнаете, как строить гипотезы, научитесь работать с базами данных, программировать на Python и R.
Сможете обучать нейронные сети, а также построите свою рекомендательную систему. Это как раз то чтение мыслей, о котором мы говорили недавно. Вы даже построите систему по распознаванию эмоций. И, естественно, при таком темпе 90% прилежных студентов находят работу еще до окончания курса. И Центр карьеры Skillbox в этом помогает. А вам остается только выбрать, чем вы займетесь. Создавать ли алгоритмы для бизнеса и производства, разрабатывать ли ботов и нейросети, строить ли прогнозы и базы для полезных и развлекательных приложений. По оплате тоже можно обкашлять вопросики. Первый платеж через 6 месяцев обучения, а по промокоду MyGap получите еще скидку в 55%. Так что переходите по ссылке в описании и вставайте на путь джуна в Data Science. Посмотрите внимательно на этого парня. Вы знаете, как его зовут? Или хотя бы что он сделал? Готов поспорить, что видите его впервые, хотя пользуетесь его продуктом каждый день. Это Кевин Систром, и он создал Instagram. Считается, что тогдашний король интернета Марк Цукерберг испугался конкуренции с быстрорастущим сервисом и решил купить его. Предложил нехитрый выбор. Либо ты продаешься, либо я тебя уничтожу. Затем появится переписка, где Кевин обсуждал с коллегами, что Марк войдет в режим уничтожения, если мы ему не продадимся. Эту переписку чуть позднее используют в качестве доказательства недобросовестной конкуренции в Конгрессе США. Впервые такое оформленное опасение роста влияния мегакорпораций поступило от Конгресса. В том году они вызвали на ковер 4 главных злодеев, которые по популярности уже могут конкурировать с Дедом Морозом: Apple, Google, Amazon и Facebook. И вот чиновники пытались создать образ однозначного зла из этих корпораций. Но это не всегда получалось. Даже если взять историю с Инстаграмом. Сам Кевин назовет не одну, а целых 4 причины продажи. Вот они. И одна из них действительно боязнь, что Марк начнет вставлять палки в колеса, да еще тупо и скопирует их разработку. А это могло стать похоронами Инстаграма. Но это лишь одна из причин. Другие пункты говорят о симбиотическом, то есть полезном друг другу сотрудничестве. Не возникает образ однозначного зла. Так что это получается? Эти старпёры из Конгресса неправы и просто раздули из мухи слона? Тоже не совсем верно, потому что случилась и другая история. Приложение для молодняка – Snapchat. Через 1,5 года после выхода на него обратил внимание король интернета и захотел встретиться с Эваном Шпигелем, создателем Snapchat. Шпигель, которому было всего 23, не дрейфанул и согласился на встречу, если Марк сам приедет к нему. В итоге Марк, самый богатый молодой предприниматель, летит на встречу с другим собляком. Правда, прикрылся поводом прибытия в Лос-Анджелес, якобы к своему дизайнеру, и как бы по пути побазарить со Шпигелем. Негоже же королю специально лететь на встречу с ноунеймом. И знаете, что он сделал на встрече? Сначала попытался выведать планы развития, а потом взял и показал свое приложение, которое просто тупо копирует Snapchat. Взял название Поки и говорит: чё думаешь, нравится? Сам Шпигель воспринял это как, цитирую, «Я вас уничтожу». После чего все разошлись по домам, а Шпигель купил всей своей команде из 6 человек книгу искусства войны. Позднее, в момент запуска Поки, Цукерберг еще раз позвонил основателям Snapchat и такой: я запускаю. Вы рады? Оцените-ка новинку. Мы же все тут такие друзья и помогаем друг другу. Те смогли только мрачно ответить, что это почти точная копия Snapchat. К счастью, клон Snapchat не выстрелил, проект свернули. Был даже еще один заход в 2014 с другим клоном. Но и это не вышло. Но ведь могло. Nice job, team. Смотрите, вас сейчас раздражает вопрос. Так, я не пойму, Гэб, ты топишь за корпорации или против? Хочется какой-то внятной позиции. Но ее тут быть не может. Основная мысль такая. Мы начинаем сталкиваться с тем, чего раньше не существовало. Аналогии, которые мы использовали раньше, уже не работают. И цель этого выпуска – лишь подсветить тему, которая возникает прямо на наших глазах. Не могли раньше прийти в торговую лавку конкуренты по бизнесу, взглянуть на твой ассортимент, за год скопировать и разместиться прямо напротив тебя. К
тому же, если такое и происходит в офлайне, то конкуренты появятся в другом торговом центре, в другом районе или даже городе. И самое главное, что такие истории будут между миллионами бизнесменов. Но сейчас происходит тотальное укрупнение. Весь бизнес начинает работать на несколько корпораций. Мы уже живем в мире, где все приложения пойдут в 2 торговых центра, где реклама бизнеса пройдет через пару компаний. А современные точки продаж – это не тысячи торговых центров, а несколько маркетплейсов. Представьте саму ситуацию. Вы изобрели приложение. А самое ценное в этом деле не столько техническая реализация, сколько сама идея. Будь то отправка исчезающих сообщений или площадка для сдачи квартир туристам. А тут приходит какой-нибудь гигант и предлагает тебе вариант – либо продаться, либо быть скопированным. А у гиганта уже давно есть технические возможности, а теперь и твоя идея. Слава богу, что все это касается только цифровых предпринимателей, коих и зрителей меньшинство. Слава богу, что такая скорость и возможность копирования не распространяется на осязаемые продукты. Или... Вернемся к конгрессменам, которые мучили топ-менеджеров IT-гигантов. Кстати, мучили практически 6 часов. К Амазону была следующая претензия. Люди приходят на этот маркетплейс, размещают свои товары. Сейчас около 2 миллионов малых и средних бизнесов продают через Amazon. В отличие от офлайнового торгового центра, здесь все действия бизнесменов отслеживаются. Amazon знает, какой товар продается, из какого материала, сколько тратится денег на рекламу, сколько продается и кому продается. И если эти данные становятся привлекательными, то Amazon копирует не только товар, а целый бизнес. Там даже был приведен конкретный случай с маленьким бизнесом из десятка позиций. А бывшие сотрудники подтвердили, что доступ ко всем данным бизнеса и поведениям клиентов имеется. Да даже сам Безос ответил в стиле Yes, aggregate data is allowed under our policies. That is correct. We have a policy against using seller-specific data to aid our private label business, but I can't guarantee you that that policy has never been violated. И конкурентные бизнесы можно не просто копировать, их можно выдавливать с рынка. Был описан реальный случай с одним конкурентом – diapers.com. Переводя на русский – подгузники.com. Ну вот захотелось Амазону зайти на рынок подгузников и выдавить конкурентов. Бизнес можно отжать насильственным способом, с помощью ментов, угроз и насилия. Но технокорпораты используют более мягкий, элегантный и, что самое главное, законный способ. Amazon поступил очень просто. Он начал продавать тот же товар, но сильно по заниженной цене. Цены занизил настолько, что работал себе в убыток. Ни один обычный бизнес не может позволить себе работать в убыток долгое время. Он просто закроется. Но сверхбогатый Amazon готов терять ни много ни мало по $200 миллионов в месяц только на этом флешмобе. Во внутренней переписке было прям так и сказано. Мы запускаем агрессивную кампанию против diapers.com. Суть кампании в том, чтобы занизить цены на товары их сегмента. Это также затормозит развитие их проекта soap.com. Они конкурент номер 1 для нас. Мы должны сопоставить их цены с нашими, независимо от наших затрат. Угадайте, что произошло через несколько месяцев. Amazon купил своего конкурента. Более того, после покупки конкурента Amazon свернул бюджеты на продвижение товаров в категории подгузников и повысил цены. Теперь маркетинг уже не нужен. Убрав конкурента, Amazon укрепил свое звание монополиста. И так поступают не только западные компании, так поступают в принципе все корпорации. Выигрышная стратегия в этом мире не находиться в постоянной конкуренции, улучшая свой товар и тратя миллионы на маркетинг. Выигрышная стратегия – купить или вывести конкурента из игры, демпингуя цены на похожий товар. Люди естественным образом будут всегда покупать там, где дешевле, а конкурент, как бы естественно, закроется. И подобные истории переживаем мы прямо сейчас. Некоторые из них вы наблюдали сами. Может быть, просто не обратили внимания, когда заказывали такси. Несколько лет назад, когда Яндекс.Такси только заходил в регионы, он для привлечения клиентов ставил просто смешные цены. Поездка такси могла стоить 40 рублей. Москвичи сейчас пребывают примерно в таком состоянии. 40 рублей. В таком случае для водителей вводились доплаты.
Ну, например, если стоимость поездки ниже 100 рублей, то Яндекс водителю разницу доплачивал. То есть корпорация намеренно несла убытки несколько месяцев подряд, буквально доплачивая клиенту за пользованием сервиса. В результате, как бы естественно, десятки локальных такси типа Шефов до Сатурнов исчезли с рынка, а их место занял Яндекс. После чего цены поднялись, но чуть позже пришел Ситимобил, и ценовую войну устроили уже эти две корпорации, а другие таксопарки канули в лету. Ну, кроме тех, кто, по сути, стал работать на гигантов. В конечном счете рынок такси поделили две корпорации – Яндекс и Mail.ru. На самом деле, сейчас пока рано говорить про всю Россию. Но уже сейчас рынок такси в столице выглядит так. А как вы знаете, сегодня в Москве, а через пару лет в регионах. А скоро еще ведь везет, купят. И вот получается какой парадокс. Большинство из нас за конкурентный рынок без регулирования, свободная торговля и прочее. На словах звучит прекрасно. Каждая компания может делать что угодно со своими стратегиями, сделками и ценами. Но в реальности получается, что конкуренция создает мир, где мы выбираем между App Store и Google Play, между Pepsi и Колой, между Яндексом и Google. В России в маркетплейсах мы еще действительно можем выбирать, а в США уже все заканчивается Amazon. Кстати, я уверен, что среди зрителей есть продавцы на маркетплейсах. Опишите свой опыт в комментариях. Будет интересно почитать, как влияет корпорации на ваши цены. А то вот недавно была история, что Wildberries якобы поставил ультиматум продавцам. Либо режете цены на 25%, либо уходите нахрен. Может, СМИ просто хайпуют, и в реальности все намного лучше. Прямо сейчас на наших глазах некогда обычные юридические лица уже могут конкурировать с государствами. Думаете, это красивый оборот, а мы тут нагнетаем? Вот, пожалуйста. Вот столько составляет доходная часть федерального бюджета нашей страны, а столько заработала Apple в 2019 году. А если добавить к федеральному бюджету все остальные бюджеты всех регионов и всех городов нашей необъятной родины, то справа, чтобы уравновесить, нужно добавить к Apple еще один Amazon. То есть две компании зарабатывают больше, чем все государство на налогах от 146 миллионов жителей и от продажи мегатонн нефти и газа. Масштаб особенно поражает, когда вспоминаешь, что основатели этих компаний не друзья президента, а обычные сычи, которые 30 лет назад ковырялись в гараже. Как бы то ни было, гаражи уже давно в прошлом. Теперь для передовых корпораций гаражами являются целые города. В 2017 году Amazon объявил конкурс среди городов для своего второго головного офиса. Да, обычно компании борются за госконтракты, а тут представители власти борются за компанию. Amazon как бы сказал: «Я вложу 5 миллиардов бачинских в экономику города и создам 50 тысяч рабочих мест. А что вы сможете предложить мне?» В итоге 238 мэров не просто подали заявки, а начали буквально биться за внимание самого Джеффа Безоса. Не обошлось и без абсурда. Мэр Канзаса настрочил 1000 отзывов и поставил 5 звезд в приложухе. Мэр Тусона, вроде так правильно произносится, Tucson, нанял грузовик, чтобы перевезти 6-метровый кактус к офису Амазона. В Бирмингеме вытащили на улицу здоровенную коробку Amazon, а Стоункрест вообще обещал переименовать свое название города в Амазон. Кстати, в итоге ни один из этих городов не выбрали, уже планируют стройку в Арлингтоне, и выглядит головной офис будет вот так. Да и приложение урезали вдвое, но не в этом суть. Суть в том, что корпорации, прям вот на самом деле, становятся на один уровень с государством. И как к этому относиться? Не знаю. Нет, ну на самом деле. Первый звоночек у меня возник, когда Павел Дуров начал обвинять Apple в монополии. И первая мысль была: ёпта, это их продукт, их экосистем, чё хотят, то и воротят, не нравится, иди дальше. Но такая аналогия работает только в случае маленького бизнеса. Не понравилась пицца 1, иди в пиццу 2 или 102. А как быть разработчиком приложений? Это то же самое, что сказать «не нравится, вали из страны». Ну окей, сказать-то просто, а скольким людям это реально под силу? И вот сейчас, копая дальше эту тему,
Выяснилось, что на данном этапе истории, когда наша жизнь все сильнее проникает в интернет, образовалось несколько крупных игроков, которых лет через 5 больше не станет, станет только меньше. И все пользователи будут обязаны принимать их правила. Эти игроки могут при желании скопировать твой продукт или даже бизнес за несколько месяцев. Могут демпинговать цены по твоему сектору и нести убытки, потому что какие-то сотни миллионов для них — это копейки. Оказалось, что свободная конкуренция парадоксально приводит к олигополиям. И мы идем в мир, где люди будут либо работать на корпорацию, либо будут по ту сторону стены. Это неплохо и не хорошо, просто вот так и будет. Этот выпуск и есть попытка обозначить возникающий вопрос в обществе. И в принципе тут есть еще куда копать. Помните, как наш цикл из 3 видео о государственном управлении? Так и здесь. Можно еще сделать пару видосов, в одном из которых затронуть блокировку Трампа, например, и линчевание с помощью WhatsApp в Индии. Пишите комментарии, интересно ли вам было бы копать в сторону корпораций. От этого будет зависеть, двинемся ли мы туда дальше. И обязательно пишите, как вы сами относитесь и какие вопросы возникают у вас. А мы благодарим за поддержку нашей работы всех спонсоров YouTube и патронов нашего ордена. Гэпников, героев, консулов, верховных магистров, а также иллюмината нашего ордена Вирштейна. Увидимся на следующей встрече. Yeah.